Больничный коридор казался бесконечным. Белые стены, запах антисептика и ровный звук шагов создавали ощущение, будто время здесь остановилось. Анна шла медленно, прижимая к груди сумочку. Под глазами тени от бессонных ночей, но в ее взгляде жила решимость. В конце коридора была палата, где уже много месяцев лежал ее муж, Майкл. Его тело дышало с помощью аппаратов, а душа будто затерялась где-то между мирами. Врачи говорили честно, шанс на чудо ничтожно мал. Но Анна все равно приходила. Она разговаривала с ним, читала книги, включала музыку, держала его за руку, верила, что он слышит. Сегодня все было иначе. Ее вызвали в кабинет врача, и несколько простых слов разрушили привычную надежду. «Нам жаль, но, возможно, пришло время попрощаться». Эти слова звучали в голове, пока она открывала дверь палаты. Внутри тот же запах лекарств, тот же размеренный писк монитора. Майкл лежал неподвижно, словно статуя. Она села рядом, провела рукой по его щеке, поцеловала лоб и тихо сказала: «Ты все тот же, даже когда молчишь». Слезы текли сами собой. «Помнишь, как обещал не отпускать мою руку?» — прошептала она. «А я все еще держу твою». Она закрыла глаза, чувствуя, как сердце трещит от боли. Все внутри кричало: «Не отпускай». Но реальность шептала обратное. Она наклонилась, коснулась его губ и вдруг почувствовала легкое движение. Сначала показалось, что это воображение. Потом снова. Его пальцы дрогнули. Слабо, но живо. «Майкл?» — выдохнула она, не веря себе. Рука мужа слабо сжала ее ладонь. «Врач!» — закричала она, вскакивая. «Он держит меня!» В палату вбежали медики. Мониторы ожили, пульс участился, давление поднималось. Врач ошеломленно произнес: «Он реагирует. Это невероятно». Анна не отпускала его руки. Она склонилась и шептала, сквозь слезы и смех: «Я здесь. Я рядом. Возвращайся ко мне». И тогда его веки дрогнули. Сначала чуть заметно, потом шире. Он посмотрел на нее, взгляд еще мутный, но живой. В уголках губ появилась тень улыбки. «Не уходи», — прошептал он хрипло. Анна закрыла лицо руками и заплакала, но теперь это были слезы радости. Она прижалась к нему, чувствуя, как он пытается обнять ее в ответ. «Я никуда не уйду, слышишь? Никогда». Майкл с трудом вдохнул, прошептал: «Я слышал тебя. Все это время». Она замерла. «Что ты слышал?» «Твой голос. Он держал меня, не давал уйти». Слезы текли по ее щекам, и она улыбнулась впервые за многие месяцы. «Тогда больше не отпускай. Мы все начнем заново». Врач стоял у двери, наблюдая за ними с тихим уважением. Он лишь сказал: «Это чудо, но теперь все в ваших руках». Анна кивнула, снова взяла мужа за руку. Он закрыл глаза, не в коме, а просто усталый, живой. Она сидела рядом, слушая его дыхание и тихое пик-пик монитора. Теперь эти звуки были не страшными. Они означали жизнь. Иногда чудеса случаются не тогда, когда их ждешь, а в тот самый миг, когда сердце готово сдаться.